А, Привет, ребят! Помните Хайликс? Я рассказывал про нее где-то 2 недели назад. Визуальный стиль взорвал мой мозг. Боевая система была хоть и простой, но хорошо выполненной. Музыка была не очень и концовка скомканная, а персонажи интересные. И тогда я обещал, что расскажу про вторую часть игры, и вы увидите, чем же так хороша Хайликс 2. И этот день сегодня. Но мне удалось кое-кому написать. А именно композитору игры Чаку Соломону, непревзойденному маэстро гитары, и задать ему парочку вопросов касательно музыки в игре, за что ему отдельная благодарность. Но и это еще не все. Я написал легендарному Nitro Red, чье видео по Hylix 2 является самым популярным после самих саундтреков из игры, и задать ему несколько вопросов, ведь он является главным популяризатором игры в интернете, за что ему спасибо. Ну что же, приступим наконец, а начнем по порядку. Сиквелы — это совершенно не новое понятие, продолжения и вторые части были всегда, но тут есть один интересный момент. Видите ли, зачастую издательствам проще выпускать вторую часть игры, если первая была успешной. Ведь ими уже раскручено и знакомы, а значит гарантированно будут продажи. И частенько вторые части либо проваливаются, либо же никак не связаны с оригиналом, или же просто проходят мимо и остаются в тени. Но иногда же сиквелы могут на голову превзойти оригинал, улучшив то, что хорошо работало, и исправив то, что было сломано. И Hylix 2 как раз такая. Игра вышла 22 июня 2020, недавно годовщина была, поздравляю. Стоит Hylix 2 всего 360 рублей, это без скидок, и это я называю шедевром для кошелька. Ну что ж, давайте запустим ее и посмотрим, что изменилось. Главное меню потрясающее, а затем начинается кат-сцена. Тут какой-то человечек, и из него достают мозг, который затем превращается в Уэйна-личинку, и игра начинается. Ничего не понятно. Но может игра показывает, что она чистый поток мыслей? Как бы то самое, что составляет мозг, а именно желание творить, только неконтролируемое. Возможно, но выглядит отлично, и вот начинается сама игра. Уэйн теперь быстро бегает, прыгает, носит пару костюмов, а главное, что можно заметить, только если присмотреться. Игра теперь в 3D. Это уже не RPG Maker, это Unity, и выглядит все просто мозговзрывающе хорошо, но об этом дальше. Кота у Уэйна нет, зато есть личинки Уэйна, которых можно гладить, что тоже неплохо. Ходим по дому и находим еще 2 Уэйнов, но на самом деле большая их часть тренируется снаружи. Так что становится понятно, что теперь это целый народ, а не одно существо. И вероятнее всего они появляются как раз таки из личинок. Ну, логично. На крыше дома большой Уэйн. Хочется думать, что это главный герой первой части, уже повидавший всякое и управляющий этим странным обществом. Он сообщает Уэйну, что зло вот-вот пробудится, ведь послушники Гиби, короля Луны, которого мы свергли в первой части, готовятся воскресить его, и их нужно остановить. Вот уже сейчас заметно улучшение в структуре игры. В первой части мне не очень-то понравилось отсутствие какого-либо направления и цели, а здесь тебе сразу объясняют, что к чему, и это радует безмерно. Даже диалоги в игре теперь можно разобрать. Хоть слова используются максимально трудные для понимания, но в них есть смысл. Ну вот значит и идем предотвращать конец света. А идти нам нужно на запад, в город под названием Новый Мулдул. Тут очень здорово, и вообще сюда мы будем часто возвращаться. Здесь расположены магазины, куча NPC. Здесь можно заценить всю прелесть нового 3D, и в шахтах есть немного противников, чтобы разобраться с боевой системой. И вот тут сразу нужно отметить, сделано все нереально. Только посмотрите, как противники двигаются, это просто что-то с чем-то. Хочется остановиться и рассматривать их движения, они завораживают, правда. Мейсон Линдрот гений, ведь я даже не могу понять, каково было придумывать такие дизайны врагов, их внешний вид, а потом еще и анимировать. Вот, например, Тайра, маленький парень, а я могу разобрать только то, что у него есть голова, а остальное невообразимо.
Про остальных противников я вообще молчу, особенно тех, что встречаются к концу игры. Например, нонконформист. Я вообще не знаю, что это. Как можно было придумать что-то такое, для меня загадка. Так еще и анимировать это. Если в первой части противники были просто изображением, то сейчас они сногсшибательные, все до единого, и в движении это выглядит лучше некуда. Мои любимые были осьминоги, рука Мудблина, туркулент и причесанный сталкер. Он весь как будто бы покрыт волосами, они классно развиваются, когда он прогуливается. А осьминоги приносили тоже ощущение угрозы, что и осьминоги из Xenoblade Chronicles 2. Особенно босс. Видите ли, в той игре максимальный уровень главного героя 99. А противникам на это вообще плевать. И эти парни появляются независимо от этого. И они просто огромные. Летали посреди Тантала, целые стаи, даже приближаться не хочется к таким. Я спросил у Джеймса с канала Nitro Red, какие у него любимые противники в игре. Вообще, когда я писал Чаку Соломону, он попросил меня не вставлять скриншоты нашей переписки, а передать словами. У Джеймса любимыми были те, кто больше двигался, и это пещерные любители кино. Да, так их зовут. А я говорил, что слова в игре сложные. Но самое лучшее, по словам Джеймса, они оставили напоследок. И это сам король Гиби. Его анимация выглядит настолько же потрясающе, настолько и угрожающе. Да и сама боевая система тоже стала лучше, причем в разы. Здесь теперь ключевую роль играют эффекты, которые мы накладываем особыми способностями. Будь то кровотечение, горение или растворение, они все имеют свою особенность и могут лихо изменить ход битвы. И помните те запоминающиеся движения руками? Они теперь нереально хороши. Каждая атака ощущается, будто бы ты сам только что щелкнул кого-то. А специальные атаки вообще сносят мозг. Атака молнии Пангормы, пена Дедус Мульна, но моя любимая все равно волна Самсносы. Она пускает 3 волны, которые повреждают всех противников, и выглядит это, как будто я танцую. Пускаю танцевальную волну, а не стираю кого-то в порошок. Предметы, перед тем, как их использовать, они некоторое время вращаются, будто бы красуются тем, насколько хороши. И вообще мы их не используем, а развертываем. Дислоциры, так в игре написано. Говоря о боевой системе, это просто бомба. Или лучше сказать, волна удовольствия следить за этим. Все выполнено максимально приятно для глаза. И сложно для понимания, но как бы в этом же суть Hylex. Сами бои труднее и сложнее, чего не хватало первой части. Так что тут улучшения по всем фронтам. И как я уже упомянул, команда в игре та же. Самсноса, Дедус Мульн, Пангорма, все уже знакомые лица. А рад я еще и потому, что мне не пришлось запоминать новых имен. Скажем так, если раньше игра была «Я выращиваю насекомых», то сейчас это «Согрей меня, о солнце». Я о том, что каких насекомых он выращивал, зачем и почему, неизвестно, а здесь же все понятно. «Согрей меня, о солнце». Он говорит, потому что паренек лежит и загорает, поэтому солнце должно его согреть. А загорает он, потому что он весь белый, а ребята рядом с ним более красные, и он не хочет отставать. Вот с боями тут также. Все странно, но непонятно. Напарников мы находим теперь в определенной последовательности. Сначала Пангорму, все в том же новом Мулдуле. Интересно, а где же старый Мулдул? Дедус Мульн находится на эдифисе Вьюфакса, а Самсноса на ферме по производству сока. Локации тут, отличнейшие. Дом Уэйна, новый Мулдул, крипта, космический корабль, Хилем Кселем, а эдифис Вьюфакс это вообще замок. Все выполнено в трехмерном мире, а персонажи в двумерном. И этот выбор был идеален. Персонажи ярко выделяются на фоне окружения, и можно легко их отличить. И бегать по ним, исследовать всю эту красоту – одно удовольствие. Ведь повсюду спрятаны предметы, помогающие в бою, или же секреты. Но с передвижением есть проблемы.
Игра же теперь 3D, а значит передвигаться в 4 направлениях, как раньше, невозможно. И теперь повсюду можно бегать как хочешь и куда хочешь. У Уэйна и способности в этом плане прибавилось. Он теперь делает перекат, шлепает врагов, чтобы получить бонус в начале схватки, парит после прыжка, что позволяет покрывать значительные дистанции. И с появлением Пангормы может делать рывок, прямо в воздухе. И теперь залезть можно вообще куда угодно, все ради заветного банана. И вот здесь лично у меня возникли трудности. Из-за того, что персонажи 2D, а окружение 3D, мне лично было очень сложно понять, где именно на экране находится Уэйн, а в платформерах это важно. Конечно, есть маленький кружочек под Уэйном, показывающий, куда он приземлится, но я просто все равно никак не могу сообразить, что не так. Я то перелетаю, то не долетаю, то вообще не в ту сторону лечу. И особенно это заметно, когда нужно куда-либо падать. Тут я вообще теряюсь и перестаю ориентироваться. Самоуправление не очень отзывчивое. Уэйн мгновенно останавливается и срывается с места. Из-за всего этого вместе игра меня нещадно злила. Было такое чувство, что управление тут как во второй части Юминики. Вот уж хорошо это или плохо. Но потом проблема ушла сама с собой. Когда я начал думать о передвижении как о стратегии. Вижу место, иду туда. Вижу выступ, значит нужно оттуда рывок сделать. И как только я это понял, играть сразу стало намного приятнее. Джеймс тоже. Еще в своем видео отмечал, что управление неуклюжее. Но больше проблем с игрой у него не возникало. Если были, то они незначительные. И в конце концов, он на своем канале играет в игры с неуклюжим управлением уже годами, так что... Исследуем новый Мулдул, находим в нем Пангорму, летим на Эдифис Вьюфакса, спасаем там правителя нового Мулдула, чтобы он дал нам свой корабль в том числе. И здесь игра все бросает и становится двухмерным платформером. Довольно неплохим, надо отметить. Но как же это было неожиданно. Играем за мини Уэйна, прыгаем, бегаем, стреляем и проходим. Довольно небольшой кусочек, надо признаться, но нереально сложный. Я никак не мог его пройти из-за того, что в меня постоянно что-то врезалось. Поэтому игра разрешила включить бесконечные жизни, и я просто наслаждался этой частью. Все такое запутанное, непонятное, такое милое и интересное, что еще чуть-чуть доработки, и эта часть могла бы стать отдельной игрой. Но нет, это лишь малая часть Hylex 2. Такое разнообразие очень сильно освежило геймплей. И это не единственный раз, когда игра такое проворачивает. Потом, ближе к концу игры, она становится олдскульной RPG в лабиринте от первого лица. Эта часть тоже меня нереально удивила, ведь никакого предупреждения и в этот раз не было. Игралось бодро, исследуя подземелья, ищем проход дальше. Я получил нереальное удовольствие от этой части. Плюс ко всему, лабиринт хоть и запутанный, но довольно-таки небольшой, а в конце еще и с сумасшедшим боссом на машине, серьезно. И Джеймсу эта часть тоже понравилась, вообще-то. Это была его любимая локация в игре, ведь найти что-то настолько внезапно намного лучше, когда в основной игре ты даже не можешь понять, что перед тобой на экране. И это ведь даже не секрет. Понравилась ему и часть с двухмерным платформером. Она ему напомнила ту часть из игры Дуджана, в которую я, честно, не играл. Геймплей был для него среднячковым, но то, что в игре появилось такое разнообразие, открыло простор для новой порции сумасшедшего визуала, только теперь плоского. И раз уж я затронул боссов, они тут нереальные. Ну, босс на машине понятно, потом та сумасшедшая парочка, один из них бронирован, пока жив другой. И это радикально поменяло подход к битве, ведь пускать волну по всем противникам не было смысла, один-то бессмертный. Первый босс прыгает, из-за чего от него глаз отвести нельзя, а последний... Ой, это дальше. Ну что, про бои сказал, про перемещение по миру тоже. Визуальный ряд оценил, а значит мы подошли к лучшей, по моему мнению, части игры, а именно к музыке. Саундтрек тут просто произведение искусства, вишенка на торте. Великолепный. Чтобы было понятно, это второй саундтрек после Undertale, который я добавил к себе в Spotify и слушаю даже за пределами игры, настолько музыка хороша. Новый Мулдул встречает нас этой тихой и расслабленной гитарой, как бы говоря, что тут можно отдохнуть, а потом срываясь какие-то сумасшедшие звуки синтезатора.
Музыка в крипте вся такая злая, с боевым барабаном тут и там, маракасами, будто бы готовыми напасть, угрожающими арпеджио, пробегающими как мурашки по спине. Композиция «Поющий песок» очень понравилась, а понять почему не могу. А музыка из двухмерной части до сих пор, спустя полгода после того, как я первый раз ее услышал, не может отпустить ни меня, ни мою девушку, которая даже в игру-то не играла. Здесь все такое фанковое, очень запоминающееся начало на барабанах, гитара с классическим фанковым фазером, бас сыгран как будто бы слэпом, в общем, огонь. Музыка на корабле это вообще магнум опус, идет 8 минут и начинается как какой-нибудь классический рок. А потом после барабанного фила срывается в эпичную балладу с кучей подтяжек на гитаре. Но потом начинается вообще моя любимая часть, сумасшедшее соло на гитаре. Какой-то тремоло, лютый дисторшн на ритме, а потом Чак Соломон, видимо, обливает барабаны бензином и поджигает, потому что эти тарелки звучат огонь. Мне очень напомнило ранних Muse, какой-нибудь Origin of Symmetry, особенно Microcats или же Dark Shines. И это я еще не сказал про музыку боя. Это вообще шедевр и лучшая композиция в игре. Имхо. О чем говорить, я ее даже в документальный фильм про Лабытнанги включил, настолько она хороша. Я старался подольше сражаться с врагами тут, лишь бы еще раз послушать эти жаркие запилы. И дело тут вот в чем. Если говорить с музыкальной точки зрения, то здесь используется аккорд соль диез, и звучит он вот так. Но Чак Соломон музыкальный гений и не против нарушить пару музыкальных правил и передвинуть всего лишь один палец. Но из-за этого аккорд теперь звучит вот так. И вот даже такая мелочь, как одна нота, создает разницу в звучании, поэтому я просто аплодирую. Сколько времени ушло на создание этого саундтрека, я даже предположить боюсь, раз каждая нота была продумана. Но это того стоило. Я думаю, можно смело сказать, что музыка — это моя любимая часть всей Hylex 2, без вопросов. И мне стало интересно заглянуть за кулисы, так сказать. Поэтому я задал несколько вопросов мистеру Соломону. Поэтому сейчас я пройдусь по ним. Вдохновляли его многие исполнители, среди которых можно отдельно выделить Pink Floyd, Фрэнка Заппу, мистера Бангл, Little Feat и его отца Джона Соломона. В Spotify написано, что авторов двое, Мейсон Линдрод и Чак Соломон. Но какую часть кто делал? Оказалось, что знакомы они были еще до Hylex, и во время работы над второй частью они разделили композиции между собой. Те, что делал Чак, легко узнать по наличию барабанов в них, и он написал свои 10 композиций меньше, чем за 2 месяца, и все остальное время сводил их. И это помогло ему, ведь было над чем работать, в условиях тогда еще начинавшейся пандемии локдауна, и работа над саундтреком сделала это ужасное время более комфортным. Самой трудной стала «Смотри, мам, я летаю», и после ее написания Чак почувствовал, что наконец добрался до самой сути. Самая любимая его композиция была «Смотри, мам, я летаю», и ведь понятно почему. Но со временем при переслушивании своего творчества, уже как слушатель, а не как создатель, ты перестаешь его критиковать и просто наслаждаешься. Поэтому сейчас у мистера Соломона все композиции любимы всем сердцем. Ведь я могу его понять, переслушивая свои ремиксы после того, как я их сделаю, они мне вообще не нравятся. Но потом, где-то через пару месяцев, я вдруг начинаю заново их переслушивать и не понимаю, что мне тут могло не понравиться.
Чак Соломон записывал музыку на iPhone, и это ограничение заставляло его придумывать новые и интересные способы сделать звучание разнообразней, а вот барабаны были сделаны на компьютере. Во время работы он даже научился пользоваться слайдером, это вот такая штука. В общем, музыка в игре бомба, все в игре бомба, но чем же все закончится? Осторожно, спойлеры! Уэйн и его команда получают заветный корабль и собираются остановить послушников Гибби, но поздно. Он воскрешен. Пусть и частично, но он все-таки убивает героев, после чего восстанавливает свое королевство Хилем Кселем, попутно превращая всех существ из чего-то непонятного просто в какую-то кашу. И угадайте что? Они все начинают нести полную ахинею, как раньше. И летим туда. Разносим всех на своем пути, по ходу дела учим мега мощную атаку, и вот наконец он, Гибби, откисает в мясе вместе с Уэйном уткой. Вот теперь босс-битва с ним реально ощущается как конец. То, как он идет, надвигаясь, даже не до конца восстановленный. Атаки его мощные, происходящее еще лучше, и музыка тут потихоньку, но мощным маршем нарастает, в конце превращаясь просто в какое-то музыкальное подобие салюта. Что все яркое, сияет, взрывается, эмоций куча. И после победы над Гибби начинаются титры, в которых Уэйн возносится на небеса, превращаясь в зубную пасту. Дедус Мулин, как я понимаю, завел детей. Так это выглядит, наверное. Сам Сноса играет в гольф с мини-Уэйном, а Пангорма дико флексит. Ну и самое главное для меня лично. Какие ощущения получает прохождение? Какая в игре атмосфера? А вот честно, после первой части будто бы вернуться назад в знакомые места, но спустя несколько лет. Ну, все такое знакомое, но такое странное, будто бы ты заново открываешь для себя что-то давно ставшее привычным. Да даже сюжет в игре подарил несколько подсказок о том, что происходит. Личинка Уэйна, умирающая на пляже. У нее можно отобрать мясо, а с помощью мяса, как вы помните из первой части, мы становимся сильнее. Но ведь и правильно, все же тут из пластилина. А то, как Гибби превращает всех неизвестно во что. Да так, что они теряют способность связно говорить. В конце мы видим, что Уэйны теперь повсюду. Они правят миром, и теперь каждый может выглядеть и выражаться как угодно. А при Гибби все были одинаковыми. Даже сам их дизайн прямо противоположен. У Уэйна на голове месяц, а Гибби король луны. Даже его голова так выглядит. Они противоположные. Но станет ли общество Уэйнов из-за своего разнообразия и свободы одинаково разношерстным? Ведь месяц, полная луна — это две фазы луны. Об этом узнаем в третьей части. А сейчас пора подвести итоги. Hylex 2 это детка-конфетка. Бомба, а не игра. Я так рад, что она стала лучше оригинала во всем. Ничего плохого вообще сказать не могу. Ну, только что платформер из нее не очень. Это я намучился, да. А так тут все на высоте. Поэтому я поставлю Hylex 2 9,5 из 10. Это бомба, ее обязательно нужно заценить, игра того стоит. Так хорошо, что она есть и стала популярной, ведь RPG-мейкерные игры редко становятся замеченными. Ну что там, Юминики, Офф. Все. Теперь же этот список пополнила и Hylex, оживив комьюнити, за что ей огромное спасибо. А отдельную благодарность лично от меня я хочу выразить Чаку Соломону за написание этого шедевриального саундтрека и за то, что ответил на мои вопросы, да еще и так подробно. Джеймсу за то, что уже столько лет выпускает видео по, казалось бы, нишевым или же забытым играм, но делает это потому, что нравится. Да и мне ответил. Очень порадовала возможность с ним связаться. И большое спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Я очень много сил вложил в это видео. И надеюсь, что вам понравилось. А теперь минутка объявлений. Я уезжаю. Уезжаю в Брянск. Снять документальный фильм и об этом городе.
Так что где-то в сентябре ждите. С собой у меня будет 3 больших видео, 4 маленьких, где мы играем с Сеней в игры и смешно кричим, и 1 ремикс. Попутно я буду проходить фанатские игры по Юминике и, наконец, возможно, доделаю видео по «Привет, Шарлотте». Не забудьте подписаться на канал Nitro Red и Чака Соломона. Ссылки я оставил в описании и на канале. Там вообще много интересных ссылок есть. Посмотрите краем глаза. А на сегодня у меня все. Пойду теперь лягу на улицу. Согрей меня, о солнце.